Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Вязания. Сегодня я хочу вам показать и рассказать, как связать красивый нарядный летний топ, связанный спицами, из приятной пряжи с добавлением натурального хлопка, то есть там 50% хлопка. Представляет собой этот топ стильный легкий вариант для теплого времени года. Лето, весна. И я тоже постоянно пользуюсь этой площадкой и вам рекомендую. Ссылка для перехода на онлайн-площадку Ламода будет у меня под видео. Заходите и совершайте свои лучшие покупки в этом сезоне. Бирюзовый оттенок пряжи с эффектом твида придает изделию нежность, элегантность, а простой сетчатый узор создает эффект воздушности, делая топ подходящим для любого типа фигуры. Эта модель является прекрасным дополнением гардероба летнего, так как она сочетает в себе комфорт, удобство и эстетическую привлекательность. Считаю, модель подходит для женщин с разными типами фигур. Свободный крой позволяет себя чувствовать комфортно и уверенно. И хочется отметить, что этот красивый нарядный летний топ прекрасный, отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и модно в жаркие дни. Он сочетает в себе элегантность, комфорт и практичность, что делает его незаменимым элементом гардероба каждой женщины. Этот топ я связала сама. В общем-то, придумала сама узор, хотела что-то сетчатое, но не очень дырчатое, скажем так. Получился вот такой узорчик симпатичный. Сегодня мы с вами разберем, как его вязать. Я покажу вам спицы, пряжу и, конечно же, будут расчеты. Топ рассчитан на размер с 48 по 52 размер. И сейчас мы посмотрим с вами пряжу. Потом я покажу вам выкройку, покажу, как вязать узор. И в самом конце этого видеоурока вы увидите, как я делала расчеты. То есть у нас пойдет конструктивная часть, где мы будем составлять описание. Описание в виде текста я, как всегда, выкладываю под видео, девочки, так что вам будет очень удобно вязать по этому описанию, по этой инструкции. Совершенно все бесплатно, вся информация. Дорогие мои, подскажу вам, где выгодно приобрести товары для дачи, сезонные товары. Это Мегамаркет. Здесь я очень часто делаю покупки, очень широко представлены семена, садовый инвентарь, комнатные растения, живые цветы, декор для сада, удобрения, все для летнего отдыха, товары для консервирования, пляжные принадлежности и многое-многое другое. Переходите по ссылке под видео и совершайте прекрасные покупки. Для вязания этого топа я использовала пряжу Alize Cotton Gold Tweed. Это турецкая пряжа полухлопкового состава 50, смотрите, 57% у нас хлопок и 40% акрил, 3% полиэстер. В 100 грамм у нас 330 метров. С такими вкраплениями пряжа хлопковая нить хорошо скручена. И у нас используются вот такие небольшие цветные вкрапления с эффектом твида, да. И смотрите,
спицы 3,5. То есть вот это вязаное полотно я вязала спицами 3,5. Вот так смотрится узорчик. Очень простой узорчик, всего 4 ряда. Мы сегодня будем его с вами вязать. Я покажу порядно, как он вяжется. Очень-очень легенький. Я его сама придумала. Ну и далее, более детально, я расскажу, как я его вязала. На данный топ у меня ушло всего 250 грамм пряжи. То есть вот 2,5 таких моточка. Цвет, если кого интересует, есть цвет, пожалуйста. Вот такой 610 лот. Конструктивно вот так выглядит выкройка данного топа с V-образным вырезом. Связан он двумя деталями, перед, спинка, абсолютно одинаковые детали, различие только в вырезе горловины. Вот этот V-образный вырез по переду. И я составила описание, которое вот так у нас выглядит. 48-52 размер, это российские размеры, подойдет. Ширина 57 сантиметров, высота 57 сантиметров. Обязательно, девочки, корректируйте эти параметры под свои предпочтения. У нас у всех разный рост. Я среднего роста, у меня 1,62 м. Если вы худее меня, то длина вам будет длиннее. То есть вот если вы посмотрите, я специально сделала еще видео, сняла на худеньком манекене 44 размера, как это будет выглядеть. То есть там вы видели, длина сразу же становится длиннее. Если объем меньше, то и длина, естественно, больше становится. То есть от этого многое зависит. Так, ну и мое описание вы сами прочитаете. Оно будет выложено в виде текста под видео. И давайте сейчас приступим к вязанию узора. Девочки, сейчас я покажу вам, как вяжется этот узор. Я уже начала вот первый ряд, значит, вяжу. Первый ряд у нас все петли лицевые. Абсолютно все петли лицевые, мы их вяжем. Так начинается наш узор. Связали самостоятельно до конца. Второй ряд узора, все петли, абсолютно все петли изнаночными мы вяжем. Изнаночные петельки идут. Вяжем самостоятельно до конца. Итак, вяжем с вами раппорт узора следующим образом. Первые 3 лицевые у нас идут. Дальше мы делаем накид и 3 петли провязываем вместе с выделением центральной петли. Для этого я первую, вторую петельку просто меняю местами. Первая петля у меня за работой, вторая поверх нее накидывается. И 3 петли я провязываю одной лицевой петлей. Делаем накид. Все, связали первый раппорт. 6 петель занимает. Следующий раппорт вяжем. Снова 3 лицевые. Делаем накид. И 3 петли провязываем вместе с выделением центральной петли. Меняем первую, вторую петельки местами. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается. Вяжем 3 вместе одной лицевой, накид. Связали второй раппорт. Третий раппорт также вяжем 1, 2, 3 лицевые, накид и 3 вместе одной лицевой петлей. Провязываем с выделением ее центральной второй петли. Снова накид. И таким образом опять 3 лицевые, накид, 3 вместе одной лицевой, с выделением центральной петли, накид. Вот таким образом у нас вяжется с вами третий ряд узора. Переворачиваем, и четвертый ряд узора у нас, девочки, с вами будет сейчас вязаться. Все петли провязываем лицевыми. Кромочную сняли,
накиды, и все остальные петельки у нас идут лицевыми. Вот таким образом раппорт занимает всего 4 ряда в такой последовательности, которую я вам сейчас озвучила. Вот такой простой, девочки, в принципе, узорчик. Совсем простой, и можно его рекомендовать начинающим мастерицам. Все. И переворачиваем. Получается в целом связанный полностью раппорт и повтор с первого ряда. Формируется вот такая вот прекрасная милота. Сетчатый узор, ну, довольно-таки необычный, с рельефными такими вот, как вы видите, полосами красивыми. Итак, мои дорогие, так скажем, мой перед подходит к концу. Я завершаю. Здесь у меня, значит, рукавчик такой цельновязанный. Здесь я делала прибавочки 6 петель. Прибавила справа и слева. Вот, показываю, как это выглядит. Тут еще не отпаренное полотно абсолютно. Вот, еще здесь тоже 6 петель у меня прибавлено. Далее у меня V-образный вырез. И убавочки я делала по вырезу в каждом третьем ряду. Вот, вот так это выглядит. Еще ничего не обработано, вот так это выглядит. И, конечно же, скос. Скос плеча идет у меня. Уже одну сторону я сделала. И сейчас я вот вторую начала делать. Уже первые 4 петли я закрыла. Начало скос. Затем у меня будет идти скос. 7 раз я буду закрывать по 5 петель. В каждом втором ряду это будет выглядеть. То есть вот 4 ряда, 4 петли я закрыла, и далее в каждом втором ряду у меня будет идти закрытие 7 раз по 5 петель. Вот. То есть как вот здесь, если кому интересно и непонятно, вот по 5 петель здесь у меня шло закрытие. И получался 7 раз вот такой, в принципе, средней крутизны получился скос. Вот. Спиночку я тоже связала. Здесь все подробнейшим образом у меня есть в описании, как формировать вот этот вырез по спинке, вырез горловины по спинке. 39 петель участвует в закруглении, и как в последовательность здесь я закрывала 29 центральных петель, и затем в каждом втором ряду я закрывала в начале 3 петли, потом 2 петли. Вот 3 петли у меня закрывалось, потом 2. Вот таким образом в каждом втором ряду получилось закрытие, значит, всего 39 петель. Такой же у меня формировался скос, абсолютно такой же рукавчик. Здесь у меня шла прибавочка 6 петель справа, 6 петель слева. Спиночка абсолютно идентична, кроме выреза горловины. Переду совершенно одинаково связано. Так, показывать я не буду. Я думаю, что все, кто возьмутся вязать этот топик, закрывать и набирать петли, вот здесь прибавлять петельки, самостоятельно вполне смогут понять, как это сделать. Правильно? Все. Итак, мои дорогие, сейчас хотела бы вам кратко рассказать, как я вязала этот джемпер. Вот по этой выкройке я его вязала. Предварительно я связала, конечно же, образец узора, сделала расчет плотности. У меня получилась плотность в 1 сантиметре 1,8 петель, а по вертикали в 1 сантиметре 2,6 ряда. Вот такая плотность. Ширина и длина данной модели у меня, значит, составила 57 сантиметров, то есть это такой получается квадрат. Вот. И, значит, как я его вязала. Давайте с самого начала. Значит, 57 сантиметров я умножаю на
плотность по горизонтали 1,8 умножить на 1,8, и у меня вот получается 103 петли. Но я набирала 105 петель. 105 петель для того, чтобы узор красиво у меня смотрелся. То есть тут получается, по сути, не 57, а 58 сантиметров. Значит, смотрите, что дальше. Дальше у нас начинала я вязать с резиночки 2 на 1. То есть у меня идет 1 лицевая петелька резиночка и 2 изнаночные. Я решила применить такую именно вот эту резинку. То есть не обычную, как там 1 на 1, 2 на 2, а вот у меня вот такая резиночка здесь применяется. Сделала я небольшой вот такой шлиц, такой боковой разрезик на высоту этой резинки. Резинка в высоту занимает 7 рядов. И, в общем-то, начинала я ее вязать вот так у меня было. Вот таким образом, потом по изнанке. То есть у меня было с лицевой стороны 2 лицевые, 1 изнаночная. А потом я с изнаночной стороны, то есть 7-й этот ряд у меня был, и отсюда начался узор вязаться. Но вы можете не заморачиваться, придумать свою какую-то резинку и начать вязать так, как вам нравится. Раппорт узора составляет у нас 6 петель в ширину и 4 ряда в высоту. Как его вязать, я вам уже показала. Этот узор очень простой. И сейчас я вам расскажу детально, что дальше я делаю, как распределяла узоры. Значит, вот для резиночки набиралось 99 петель. В последнем изнаночном ряду резиночки я прибавила 6 петель, чтобы получилось 105 петель. И распределяла я такой узор следующим образом. Смотрите внимательно. У меня получилось, что я начинала с 5 петель раппорта. То есть не 6 петель, а у меня получается 5 петель раппорта. Как вы помните, раппорт у нас идет 3 лицевые, да, вот здесь вот шли, и потом 3 вместе с накидами, да. Так вот, из этих петель я одну лицевую начальную не вязала. То есть поэтому я пишу от раппорта у меня 5 лицевых. Получалось таким образом, что раппорт начинался 2 лицевые, и далее шли у меня 3 лицевые, провязывались вместе одной петлей и 2 накида. То есть 5 петель раппорт составлял, понятно. Дальше у меня шли полноценных 16 раппортов по 6 петель. И завершалось все это 2 лицевыми петлями. Плюс, конечно же, 2 кромочные. В итоге это 105 петель в сумме. То есть, чтобы это все делается для симметрии, девочки. Тут, видите, 2 лицевые у меня в начале ряда. И здесь же у меня все заканчивалось тоже 2 лицевыми. Видите, да? Вот, для симметрии это все делалось. Так, дальше. Ну, по высоте я сейчас заострять внимание не буду. Вы все это сможете прочитать в моей описательной части в виде текста. У меня под видео есть текст по инструкции по вязанию этого топа. Там вы прочитаете, на какой высоте, значит, мы делаем прибавки для рукава. Вот смотрите, прибавки для рукава. Это один целый раппорт я добавляла. То есть 6 петель справа, 6 петель слева. То есть полноценный раппорт вот сюда и сюда по 6 петель. Таким образом получалась у нас прибавка целых 12 петель. И вместо 105 петель получалось 117 петель. На вырез горловины, который у меня составил 21 сантиметр, я выделила 39 петель. Как закрывать петли по вырезу горловины, сейчас все-таки расскажу. Скос у меня так, на плечи осталось 39 и 39. И как сформировать скос, я вам тоже уже показывала. То есть на высоту 14 рядов в
каждом втором ряду у меня шли убавочки, я вам уже это говорила. Первый раз 4 петли я убавила, а затем 7 раз по 5 петель убавлялось в каждом втором ряду. В сумме, в общем, это получилось 14 рядов в высоту. И если это перевести 14 рядов, разделить на вертикальную плотность, разделить на 2,6, то высоту плечо, скос плеча составляет 5 сантиметров. Дальше. Почему 21 сантиметр и 39 петель? Также мы считали. 21 сантиметр умножить на плотность по горизонтали 1,8. Вот видите, это будет 38, ну 39 петель. У меня 39 петель я выделяла. Так, что касается скоса по вырезу, V-образному вырезу. Здесь у меня убавки шли в каждом третьем ряду, девочки, в каждом третьем ряду я убавляла. Высота скоса составляет, в описательной части я написала, а здесь вот я не написала. Ну, в общем-то, здесь высота скоса. Итак, начинаем формировать вырез по переду на той же высоте, что и прибавки мы делали по рукаву, то есть от начала проймы та же высота берется. То есть после 30 сантиметров 80 рядов прибавочки по рукаву, и одновременно у нас идут убавки по вырезу горловины в каждом третьем ряду по одной петле справа, слева, в общем, это понятно. 25 сантиметров, да, 25 сантиметров. Если 25 сантиметров мы умножаем на плотность по вертикали 2,6, то это 64 ряда. Должно быть четное число. На высоту 64 ряда у нас идет скос, формируется. И надо убавить 20 петель. Ну, то есть 39, 20 петель справа, 20 петель слева. И в итоге получается 64 ряда. 64 ряда мы разделим на 20. Получается, ну вот видите, откуда я взяла эту цифру в каждом третьем ряду. Вот таким образом. Скос я посчитала. В каждом третьем ряду убавочки шли. Так, с этим все понятно, да? Ну, в принципе, я даже не знаю, что еще вам рассказать. Все есть в текстовом описании. Вот эти все моменты я вам рассказала, откуда я что брала и как я делала расчет. Что касается обработки выреза горловины, тоже есть подробное описательное в виде текста. Смотрите, как я здесь еще интересно делала. Здесь вот своя особенность. Но то, что я первый ряд вязала изнаночной, да, набрала петельки, и первый ряд я провязала изнаночные. Смотрите, как я формировала вот эту часть острого нашего угла, да, по вырезу. Я взяла 3 петли, то есть 3 петли у меня за основу. По центру идет одна изнаночная петля по центру. Вот. И здесь вот с двух сторон я делала, здесь у меня 2 вместе лицевой и 2 вместе лицевой, а между ними одна изнаночная. Вот за счет этого получается вот такой красивый угол формируется. Красивый, ровный, стройный такой угол. Захотела я так сделать. Не как мы обычно делаем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, а я вот решила немного проявить фантазию и придумала вот такой способ. То есть по центру изнаночная, а здесь по 2 вместе лицевой. И чтобы это вот так вот красиво смотрелось. То есть у нас идет 2 вместе лицевой с наклоном вправо вот по этой части, а здесь 2 вместе лицевой с наклоном влево. И получается вот такая красивая выделительная петля справа и слева. Ну а здесь идет просто резиночка 1 на 1, обвязочка. И здесь в самом конце я тоже описала, как это я делала. Решила сделать тоже
ну, поскольку согласуется у нас вот этот узор сетчатый, да, решила тоже применить такой же вот вариант, чтобы это было гармонично и красиво смотрелось, да, то есть, ну, как бы в тему получается, да. Поэтому я, значит, вязала 3 вместе одной лицевой и с двух сторон по накиду делала. То есть накид, 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли, потом опять идет накид, 1 лицевая, и далее повторялось. То есть раппорт вот этого вот красоты ажурной по вырезу я составлял 4 петли. Всего 1 ряд я так провязала, следующий ряд я провязала все петли изнаночные, в том числе накиды, и завершала я закрытие петель по изнаночной стороне. Вот видите, здесь вот лицевой идет закрытие по изнаночной стороне, чтобы тоже получилось так же, как вот начало, изнанка, да, то есть вот это такая выразительная фигурная получилось, ну, как бы оформление края, да, фигурное, изнаночными петлями, красиво. По пройме я просто обвязала крючком 1 ряд, он почти не заметен, я его просто обвязала и не стала здесь ничего довязывать. В общем-то, решила, что минимум здесь надо приложить усилий и просто вот так обвязать крючком. Вы можете обвязать, в принципе, вот то же самое использовать, такую обвязку, но тогда рукавчик будет получаться длиннее, да. И, в общем-то, можно также резинкой 1 на 1 обвязать, например, да, или резинкой, как вот по низу я делала, вот такой резиночкой 2 на 1. То есть здесь на ваше усмотрение, пожалуйста, включайте фантазию. Я просто рассказываю, как, в общем-то, применила свою фантазию именно я, девочки. Вот. Надеюсь, было вам понятно, доступно мое объяснение, тем более в вашем распоряжении будет текстовое описание всего этого процесса вязания. Надеюсь, вы сможете легко повторить и связать себе такой вот красивый топ на лето. Он очень хорошо, в нем сегодня я его, так скажем, выгуляла на море, прям так ветерочек был, не жарко абсолютно, и даже без ветерочка не жарко в нем. При температуре сегодня 22 градуса было в Анапе, и я совершенно себя комфортно чувствовала, не жарко, совершенно не жарко за счет вот этого сетчатости. То есть прекрасно воздух циркулирует, совершенно не жарко, комфортно. Цвет такой красивый, цвет морской волны, да, вы видели на море, очень красиво смотрится. Такой зеленый, радостный цвет весны, в общем-то зелени, да. Прям в тему, как говорится, прям в точку попали. До новых встреч!